Мама, зато вкусно. Сейчас будем его лопать. Я хочу себе дверь и кусок крыши. Привет, друзья! Вы на канале Анны Галич. И, как я и обещала, сегодня будем готовить домик с небольшим количеством глазури. Спасибо за ваши репосты, комментарии и лайки, которые оставляете под моими видео. Это очень-очень вдохновляет. Итак, поехали! Рецепт теста королевской глазури и другие секреты выпечки и росписи имбирных пряников вы найдете по ссылкам, закрепленным в комментарии под этим видео. Для домика я раскатываю холодное тесто толщиной 5 мм и по шаблонам вырезаю фасады и торцы здания. Саму схему вы найдете также в закрепленном комментарии под этим видео. Выпекать буду на тефлоновом коврике, но можно пользоваться пергаментом, это не имеет значения. У нас получится 2 передних фасада, 2 торцевых и крыша, 2 элемента. Также хочется вырезать дверь. Это очень украсит наш домик. Работаю инструментом колесико для мастики, также это можно делать мастихином или ножом для пластилина. Духовка уже разогрета на 180 градусов и отправляю в нее пряники на 5-10 минут, в зависимости от толщины пряников и от вашей духовки. После выпечки быстро придавливаю их доской или стеклом, для того, чтобы они были ровные под роспись. Затем жду 5 минут, когда пряники остынут, и перекладываю на бумажное полотенце. Это нужно, чтобы лишняя влага испарилась, и пряники перед росписью были более сухими. Иногда я даже отправляю их в духовку на 15-20 минут и при температуре 40 градусов их досушиваю. После того, как пряники полностью остыли и вы проверили, что они не слишком мягкие, их нужно выровнять, иначе домик будет кривой и сложно будет его устанавливать. Особое внимание обращайте на торцы, вот на эти две самые маленькие боковые части. Со всех сторон подровняйте их на терке либо ножом пилой. Они должны быть ровные и полностью совпадать по размеру друг с другом. А передний и задний фасад должны совпадать по высоте, чтобы крыша тоже легла ровно. Я примерила дверь к переднему фасаду, и она оказалась очень высокой, поэтому я тоже ее подпилю снизу. По вашим просьбам, домик сегодня будет с минимальным количеством глазури. Нарисовала вот такой простенький дизайн. Он требует достаточно много времени, но ни капли не сложный. Уверена, у вас все получится. Перевожу рисунок при помощи обычной иглы, прокалываю, и затем эти дырочки соединю зубочисткой или шилом. Так мне легче будет отсаживать ниточки и делать роспись. Процарапываю линии, а затем смахиваю крошки, чтобы они не мешали росписи. Затем беру базовую глазурь белого цвета. Насадка у меня номер 2 от Эко. Рядом со мной схема, чтобы я могла с ней сверяться и мне так легче будет рисовать. Обвожу линии, делаю это с провисанием. Так линии будут ровнее. У меня на канале уже есть мастер-класс с базовыми упражнениями по глазури. После видео обязательно загляните в закрепленный комментарий, там вы найдете все ссылки. Новый год начнется уже совсем скоро, и я желаю вам, мои дорогие подписчики, исполнения желаний, благополучия, счастья и исполнения всех ваших творческих задумок, особенно если они связаны с росписью пряников. Это действительно очень увлекательное занятие для всей семьи. Надеюсь, мои видео-мастер-классы вам в этом помогут. Если вы все еще не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте и нажмите на колокольчик. Так вы всегда вовремя будете получать уведомления и ссылки на мои новые видеорецепты и мастер-классы. Такие тонкие линии обводки сохнут довольно быстро, поэтому вам не придется долго ждать до заливок. Теперь я беру кондитерский мешок, наполняю его заливочной глазурью и срезаю тонкий кончик, буквально 3 мм, потому что детали и элементы у нас достаточно мелкие. И заливаю элементы домика, как это показано в видео. Тут есть один тонкий момент. Когда вы делаете заливки таких маленьких элементов, там запечатывается воздух. И если глазурь слабо взбита, а она у меня сейчас именно такая, потому что под рукой не было миксера, я взбивала все вилочкой. Так вот, там будут образовываться такие ямы. То есть, когда глазурь будет подсыхать, на это потребуется примерно 4 часа, потому что элементы тонкие. Через 3 часа образуются ямы. Вы просто возьмите сверху их залейте снова. Ничего страшного нет в этом. И плюс я покажу один способ, как можно это скрыть на декоре. После того, как заливочная глазурь высохла, я беру насадку ракушка. Это 18 или 16 Уилтон. Любая открытая звездочка. И делаю вот такие завитки. Затем насадкой номер 2, тоже базовой глазурью, делаю волну на тех элементах, где есть провалы в глазури. Пики, которые образовываются в конце, я правлю кисточкой влажной, синтетической номер 1. И, конечно же, делаю в конце бусинки. Они украшают любой пряник. И если у вас есть время, делайте их как можно больше. Сразу же, пока глазурь не высохла, подправляйте пики влажной кисточкой. Еще раз беру ракушечку и делаю бусинки возле двери. И то же самое повторяю на переднем фасаде.
Задний фасад я обычно не украшаю. Или максимально, когда делаю на заказ, то оформляю его при помощи трафарета. Что-то очень быстрое, потому что сзади обычно никто не смотрит. Все фасады мы расписываем до сборки и дожидаемся полного высыхания. В зависимости от влажности и температуры в помещении это займет 3 или 4 часа. Для сборки домика нам потребуется порядка 100-150 грамм глазури базовой. Очень важно, чтобы она была хорошо взбита и не слишком жидкая и не слишком густая. Если будет слишком густая, то домик не будет склеиваться. Если слишком жидкая, он будет распадаться. Наношу из кондитерского мешка отверстие примерно полсантиметра, довольно большой густой слой, это очень важно. Если будете мало наносить, то естественно склеиваться будет не на что. Наношу его на переднюю часть, на нижнюю, на боковую, так как это показано в видео, повторяйте, все получится. И очень важно, когда прислоняете элементы домика друг к другу, сильно не надавливайте, глазурь должна быть. Когда вы установили торцы и фасады передние и задние, вы должны в течение пары секунд скорректировать дом. У вас есть это время. Глазурь быстро подсыхает, поэтому работайте очень-очень быстро. Кисточкой помогайте снять излишки с лицевой стороны. Изнутри я никогда не почищаю. Затем приклеиваю крышу, забыла сверху, добавлю и плотненько надавлю, чтобы она хорошо приклеилась. Приставляю дверь и все, можно выдохнуть. Но я предпочитаю сразу заделать какие-то дефекты и оставить домик полностью сушиться. То есть полностью его оформляю и оставляю в сушку. Как делать подложку для установки домика, у меня есть отдельное видео, ссылка тоже будет в закрепленном комментарии, обязательно проходите и смотрите. Декорирую некрасивые стыки при помощи насадки ракушка базовой глазурью. И теперь самое интересное – это сугробы. Сугробы делаю тоже из базы, можно сделать ее чуть жиже, но не сильно, иначе сосульки, которые мы с вами тоже чуть позже сделаем, могут опадать. Завитки, которые имитируют сугробы. Сверху обязательно снежок. То есть все дефекты, которые у вас образовались, прикрываем. В новогодней тематике сделать это очень просто. Сугробы, из которых сейчас у нас вырастут сосули. Для сосулек я приставляю мешок снизу и вибрирующими движениями продолжаю давить и стягиваю мешок вниз. Получаются сосульки. И обязательно в конце посыпьте сахарной пудрой. Это очень классно смотрится, декоративно. Вот, все, готово. Если вы собираетесь этот домик дарить или упаковывать и куда-то переносить, то обязательно дождитесь полного высыхания. 7-10 часов подержите, чтобы быть уверенными, что он не развалится. После высыхания это очень жесткая конструкция, и она не развалится, будет все очень прочно и надежно. Упаковываю я их обычно в цветочную пленку и сверху завязываю ленточку. Благодарю вас, что досмотрели это видео до конца. Делайте пряничные домики, отмечайте меня в инстаграме, будет очень интересно, что у вас получилось по моим мастер-классам. С наступающим Новым годом! Благополучия и счастья вам в новом году! 4 куска. Ой, блин, он такой хрупкий, я боюсь. Да, он нежный, очень мягенький такой. Так, первый кусок крыши. Первый кусок. Это кому? Мне. Полине. Второй тоже мне. Мне тоже. Первый кусок и второй кусок это все мне. Все остальное сами поделите. Да, загляни. Загляни. И бери себе любую часть дома, которая Всё. тебе больше нравится. Никита пусть скушает тоже. Всё, Выбирай, что хочешь. Достанешь?